Парню 23 года, в этом году он окончил Бауманку, что оказало очень сильное влияние на его жизнь. С 11 класса учеба была в приоритете и приходилось откладывать увлечения на второй план, а это были соревнования, съемки видео и фильмов, работа тренером, блогерство и тренировки. Обучаясь на инженера, Вова никогда не рассчитывал на то, что продолжит карьеру спортсмена, ведь это недолговечно. Одна серьезная травма и ты никому не нужен. Долгое время наш герой не мог определиться с тем, как можно связать свою жизнь со спортом, чтобы можно было зарабатывать на своем любимом ремесле. Основная деятельность сейчас – это тренерство и коммерческие выступления с постановками воркаут-шоу. На последних курсах универа вопрос дальнейшей занятости стал сильнее. Уже несколько лет Вова углубленно изучает физиологию и анатомию человека, и только сейчас, окончив университет, он понял, что горит этим делом. Понял, что хочет заниматься спортивной реабилитацией людей, исправлять осанки, лечить травмы и строить карьеру спортивного реабилитолога. Когда атлет был в 5 классе, он увидел, как ребята со школы делали элементы из паркура, и это его сразу увлекло. Элементы на турнике стали пробовать еще не зная о воркауте. Начиная с 2011 года почти все внимание перешло на воркаут, а в 2012 ходил на брейк-данс и всегда совмещал все эти направления. Достигая какого-то застоя в одном направлении, он находил себя в другом. Вдохновляли его малоизвестные сейчас Александр Гисыч, Шейд, Олег Аксенов, Декстер, Богдан Корженевский, Владимир Христофанов и Дэмиан Уолтерс. Вова перешел из паркура в воркаут, потому что на турниках получалось лучше. Там меньше травм и болей в коленях. Базовая подготовка на турнике была хорошей, даже когда он занимался паркуром, поэтому он сразу начал с элементов и силовых в том числе. В будущем максимальные показатели в подтягиваниях были 40 раз, а в отжиманиях на брусьях 90 повторений. Напомню, на моем канале Владырович ты найдешь регулярные сюжеты об уличных тренировках и калистенике. Фристайл-бар это считается четвертым направлением после воркаута, джимбара и техники. Фрибар объединяет элементы динамики и креатив на турнике, где нужно придумать красивые связки под музыку, используя турник и пол. Сложность и длительность комбинаций – это главные критерии оценки. Хорошая выносливость и движение в такт музыки будет плюсом, а лишние движения типа ненужной раскачки, которые портят общий вид комбинации, будет минусом. Главный мозговой центр этого направления был атлет Евгений Басалаев, он же Басик. Часто снимался в совместных роликах с Декстером. Его можно и назвать тем, кто придумал это направление – фристайл-бар. Еще до того, как фрибар был придуман, трейсеры делали нечто похожее на турниках. Басик выявил отличие фристайл-бара от динамики, паркура и фрирана и сформировал концепцию того, что мы сейчас называем фристайл-баром. Вова считает себя популяризатором этого направления, но не основателем. В 2012-2013 году у нас у многих была мысль о том, что нужно отделить статику от динамики в воркауте, чтобы дать атлетам свободу выбора того, что им больше нравится по душе. Но это было и так очевидно, все к этому шло. А Басик уже тогда видел, что это нечто большее, чем просто динамика. Соревнования. Атлету сейчас выгоднее быть универсальным, брать по всем критериям средние баллы, нежели выделяться в чем-то одном. С 2012 года была мода на силовые элементы, и тогда динамиков за воркаут атлетов практически и не считали, а на соревнованиях отдавали голос статичным ребятам. Сейчас этот перевес уходит в сторону динамики, особенно на Западе и в Европе. Возможно, поэтому и стоит проводить отдельные соревнования, чтобы у атлета был фокус на чем-то одном и результаты были выше. Вова Тюханов больше любит трюки и зрелищность. Статика уходила на второй план, а о комбинациях он вообще не задумывался и любил выступления на публику больше, чем для судей. Сейчас чаще всего он выступает на мастер-классах и мероприятиях, которые не относятся к соревнованиям. Начиная с 2012 года на счету их было больше 200. Самые крупные соревнования Тюханова – это чемпионат мира 2015 года, он вошел в топ-7 лучших воркаут-атлетов. Тогда еще Виктор Каменов обогнал Вову на полбалла. И также Тюханов занимал первое место в США в штате Коннектикут в 2016 году. Я помню, как смотрел его влоги с поездки на YouTube-канале. Вова, конечно, выпускал ролики гораздо реже, чем хотелось бы многим, но они настолько интересны в плане съемки, подачи, что даже формат влогов досматривал до конца. Больше всего запомнились баттлы по динамике с Мишей Костыриным в финале. Это была непередаваемая и бодрая атмосфера, и Вова был в хорошей форме. Остался в памяти и, конечно,
конечно же, чемпионат мира. Когда ты соревнуешься с топовыми мировыми атлетами и попадаешь в первую десятку, это не может пройти бесследно. Судить соревнования Вову начали приглашать в 2013 году. Самая привычная всем упрощенная система состоит из 3 критериев – статика, динамика и комбинации. Каждый из этих критериев должен судиться отдельно. Сложность динамического элемента не должна сравниваться со статическим. Алгоритм судейства такой. Выступает первый участник, ты ставишь ему баллы, ориентируясь на абсолютную шкалу. Заранее в голове у тебя есть условная шкала ценности элемента, который атлеты могут показать. На самом деле точного попадания здесь не нужно. Важно одно – то, как ты сравниваешь участников друг с другом. Желательно, чтобы между худшим и лучшим участников была ощутимая разница по баллам. Иначе они либо выступили одинаково, либо судья плохо выполнил свою задачу. Обычно судья отвечает за 1-2 критерия, не больше, иначе рассеивается его внимание. После суммирования баллов судья сравнивает их со своим общим впечатлением. Иногда картина по баллам выходит абсурдной, и в таком случае баллы корректируются. Например, Вова судил этап Кубка мира в Гонконге, но система Мировой Федерации воркаута ему не нравится. Она позиционируется равноценной, а критерий динамики там поделен на 2 части – силовую и техническую. В итоге за техническую динамику атлет может получить всего лишь 5 баллов из 30. Также на всероссийскую премию Кардо в номинации «Воркаутер года» Вову зовут судить уже несколько лет. В этом году мероприятие состоится 1-4 октября. Организаторы всегда подходят с максимальной серьезностью к этому. В прошлый раз Виталий Меринцев взял 1 место. Вову также в этом году попросили провести семинар по динамике на Кардо. Ребят, я в воркауте с 2011 года, а на ютубе с 2019. Если тебе интересны индивидуальные программы тренировок по воркауту от меня, или же тебе нужна помощь в развитии своего YouTube канала, то напиши мне в контакты по ссылкам в описании. Там все подробности, и можно получить мою книгу для начинающих. Проблемы соревнований. На многих соревнованиях среднего уровня атлеты выступают круто, но примерно одинаково. Однообразные связки и их последовательность. Иногда стремятся продемонстрировать свою выносливость, игнорируя качество исполнения и повторяя одни и те же элементы. Атлетам нужно знать, что баллы за такие повторы не прибавляются, а влияет это только на длину связки. Вова хочет, чтобы соревнования отходили от формата физкультурных состязаний и пришли к формату шоу, на который захотят прийти зрители, далекие от нашей движухи, но желающие провести вечер в интересной и зрелищной обстановке. На соревнованиях редко обращают внимание на постановку номера, артистизм и тем более спецэффекты, типа дым машин, конфетти. Вова был на таких, и это было просто непередаваемо, говорит он. В целом, зрелищные мероприятия уже проводятся, и это ему нравится. Наш герой благодаря спорту уже успел побывать в США, Нидерландах, Польше, Беларуси и Гонконге. В Штатах ему запомнились люди. Был момент на утренней пробежке, когда бежал вдоль дороги мимо мужчины, который копался в своем авто. Он подошел и протянул Вове бутылку воды с фразой «Держи, освежись». Вот такие вот там открытые люди. Ну а в Гонконге Вове отчетливо запомнилось, как он бежал за вором, который вытянул телефон из сумки. Бывает и такое. Свой первый англоязычный семинар по фрибару атлет провел в Нидерландах в феврале 2020 года. Там он в 2019 выступал на соревнованиях. Его заметили, обменялись контактами. На этот воркшоп пришли 25 человек. Организатор помог договориться с владельцем зала и приютил Вову у себя дома на неделю. Семинар провел на английском языке. Подготовка к соревнованиям. Вова нормализует свое питание за месяц до выступлений. Дело в том, что он зачастую малоподвижен и накапливается лишний вес. Готовясь к соревнованиям в Польше, там он впервые сделал свои 540 в ласточку. За месяц до них он отказался от сахара и всех продуктов с быстрыми углеводами. В подготовке нужно отрабатывать элементы в связках, а Вова часто упускает этот момент, гоняясь за отработкой отдельных новых трюков. Некоторые опасные элементы он оставляет на момент выступления и только на соревнованиях делает их первый раз. Перелет с перышка на металлический турник сзади он сделал первый раз прямо на чемпионате мира. До этого делал его только через резинку и опасался травмироваться. На выступлении страха не было вообще. Конечно, такой способ выступлений подойдет мало кому. Вова его использует только для демонстрации чего-то опасного, чтобы не травмироваться накануне соревнований и не слететь с них. По-хорошему нужно показывать только те элементы, которых уверен на 100%. Влияй на развитие канала, не пропускай и участвуй в голосованиях, которые проходят во вкладке канала «Сообщество».
сообщества, а сделать это очень просто. Нажми колокольчик и выбери пункт «Все уведомления». Также проверь, что уведомления включены на твоем смартфоне. Стритлифтинг. Тюханов мастер спорта по брусьям, 33 раза с плюс 32 килограмма. Рост атлета 1,66 м, вес 70 килограмм. И к этому результату он пришел за 4 месяца тренировок 2-3 раза в неделю в зале. Стоит не забывать, что до этого у атлета была хорошая база со своим весом, а на одно повторение Вова делал 90 килограмм на брусьях и 70 килограмм в подтягиваниях прямым хватом. Статика, динамика. За границей есть такая практика – проводить отдельные соревнования по динамике. Сейчас из-за большей зрелищности динамики статика постепенно уходит на второй план. В Москве несколько раз в год проводятся соревнования по фристайл-бару от Mutant Clan, Steel Brothers и Workout Show. Ребята однажды организовывали соревнования в стиле шоу, где атлетам нужно было придумать свой номер под фонограмму, и вот что из этого получалось. Для того, чтобы быть конкурентным атлетом в современных соревнованиях, необходимо быть универсальным. Статика, динамика, игра на публику, соблюдение судейского регламента – все это нужно увязать в одно целое. По сути, воркаут сейчас это как многоборье, где в каждом направлении нужно набрать определенную сумму балла, чтобы побеждать. А как ты считаешь, стоит ли разделять воркаут соревнования на статику, динамику, фристайл-бар и другие направления? Интересно, как думают мои зрители и почему? А в конце выпуска я скажу свое мнение. Как он тренирует других? Некоторым достаточно посмотреть на исполнение элемента, он все поймет и через несколько попыток сделает сам. Некоторым это дается крайне сложно. За свой тренерский опыт Вова часто сталкивался с полнейшим непониманием, казалось бы, примитивных движений. Иногда люди делают такие ошибки, о которых сложно догадаться. Атлет помогает людям решить эти проблемы и развивается как тренер. Начинаешь более глубоко и полноценно видеть физику элемента, затем учишься подбирать необходимые слова или подводящие упражнения, которые позволяют исключить определенную ошибку. Когда элемент безопасен, Вова просто предлагает его попробовать так, как видит его ученик. Это он называет IQ-тестом в воркауте. После первой попытки сразу понятно, что человек понимает в элементе, а что ему нужно объяснить. Начинающим динамикам Вова рекомендует пробовать максимально разносторонние элементы на турнике и движения из паркура. Бывает проще сначала научиться перепрыгивать через заборы, а затем переносить это на турник. Желательно прочувствовать, насколько во фристайле важны ноги, делать подкачку, чтобы можно было компенсировать различные технические недочеты силой, типа слабой раскачки или слабых махов. Сильный плечевой пояс и руки уменьшают риск травм от случайных жестких зацепов, амортизируя движение. Надо работать над своими плеометрическими данными, то есть развивать взрывную силу. Фристайл-атлет по мере своего развития будет смещать акцент с базовых упражнений на элементы, и достигнув определенных физических данных, ему нет необходимости делать базу на регулярной основе каждую неделю. Тренировок элементов из фристайла вполне хватит для поддержания его формы. Хорошая минимальная форма считается это 20-30 подтягиваний, 30-40 отжиманий на брусьях. Психология. Пожелания к тебе от Вовы. Зачастую на импровизации далеко не уехать. Волнуясь, атлет каждый раз будет делать те движения, которые для него будут максимально просты. Перед выступлением нужно продумать все связки и что ты будешь делать, если не зацепишься и упадешь после любого элемента. Хорошо симпровизированная связка – это что-то типа ошибки выжившего. Получается случайно и несистемно. Психологически готовить себя к выступлению можно по-разному. Во-первых, если ты восприимчив к поражениям, то выступай ради удовольствия, а не побед первое время. Чем меньше твои ожидания, тем больше эйфории ты получишь от результата и меньше разочаруешься, если проиграешь. Убери из головы мысль о том, что ты здесь лишний. Обязательно потренируйся на площадке до начала соревнований и поддерживай атлетов. В ответ они обязательно поддержат тебя, как плохо бы ты не выступил. Ну и не забывай про самоиронию. Может быть, падение – это действительно твой запоминающийся конек. Выступай ради контента и зрителей. И еще обязательно выступай публично, где-нибудь в школе или университете. Бери доклады, делай презентации, работай с аудиторией, посмотри уроки по ораторскому искусству. Этот опыт пригодится тебе. В 9 классе Вова и сам ходил пару месяцев на курсы ораторского мастерства. Примерно до 2011 года в воркауте преобладало техническое направление, джим-бар, солнышки, склепки и прочие элементы. Объединялось все это скорее дворовой гимнастикой, а атлеты назывались турникменами. Тогда на пике были Миша Баратов,
Богдан Корженевский, Олег Аксенов, он же Декстер, Иван Казачок. А в 2011 году провели первый чемпионат мира по воркауту, где победил силовик Евгений Козырь из Украины. Тогда все увидели красоту силового воркаута. Элементы статики набирали популярность, также ценились и разряды, в которых была и база, и элементы. При этом на соревнованиях произошел перевес в сторону статики. А где-то после 2013-2014 годов из Европы, Запада стала просачиваться динамика в том виде, в котором мы видим соревнования сейчас. Мне кажется, чтобы наш спорт развивался дальше, то нужно разделить соревнования на статику, динамику и другие направления, чтобы каждый атлет мог максимально показать себя в лучшем в том, что он умеет. Как, например, есть отдельная федерация по стритлифтингу, хоть и не все там идеально. Если хочешь вторую часть с Вовой Тюхановым, где мы разберем, что такое воркаут-шоу, как развить свой неповторимый стиль выступлений, также как избавиться от страха выполнения динамики и многое другое, то пиши в комментариях «хочу вторую часть» и ставь лайк этому видео. Ссылки на соцсети Вовы Тюханова, Инстаграм и Ютуб я оставил в описании к видео. Ребят, присылайте свои истории или истории знакомых мне в соцсети. Если это покажется стоящим внимания, то обсудим выпуск на канале. Узнай в описании, как можно скачать мою мини-книгу о калистенике для начинающих. И заглядывай в телеграм-канал Владарович, если интересно получать текстовые версии моих сюжетов, аудиоподкасты выпусков, статьи на тему тренировок и питания. Автор сюжета я, Владарович. Разбуди в себе атлета. А прямо сейчас я предлагаю тебе встретиться в других моих роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях.